Когда-то у Джулии была почти идеальная жизнь, любовь, уют, стабильная работа в стоматологической клинике, все казалось правильным. Ее муж, Эшли, был известным фитнес-тренером в Сиэтле. Обаяние, уверенность и внешность сделали его любимцем публики, его называли королем зажа, а его соцсети пестрили мотивационными постами. Джулия же была спокойной, заботливой женщиной, мечтавшей открыть свою клинику. Но материнство и заботы о доме отодвигали ее желания на потом. Когда она узнала о беременности, сердце ее наполнилось радостью, казалось, начинается светлая глава. Но вместо поддержки Эшли все больше отдалялся. Сначала колкие фразы, потом открытое раздражение. Он стал упрекать ее за внешность, пропадать ночами, возвращаться под утро. Он больше не видел в ней партнера, лишь обузу. Однажды, придя домой, он с презрением отверг ужин, приготовленный ею, и бросил взгляд на ее живот. В ту ночь Джулия долго не могла уснуть, ощущая лишь движение ребенка, как единственный якорь. Эшли не вернулся. Через несколько дней пришла весть: на шоссе за Сиэтлом его машина вылетела с дороги. Машина всмятку, тело не найдено. Его объявили пропавшим без вести. СМИ гремели, фитнес-блогер исчез при загадочных обстоятельствах. А Джулия просто замолчала. Ее боль была личной. Она родила сына, назвала его Лиамом и стала жить ради него. Годы шли. Джулия открыла свою клинику, росла как специалист, получала награды, а Лиам рос умным, тихим мальчиком. Про отца он почти не спрашивал, знал, что не стоит. А в это время далеко от Сиэтла, в Арканзасе, человек под именем Эндрю Блейк начинал жизнь с нуля. Это был Эшли. После аварии он выжил, но с изуродованным телом и стертой памятью. Лишь позже начали всплывать фрагменты прежней жизни. Он стал снова тренировать, набирал популярность. Но зависимость от препаратов разрушила его здоровье. На одном из мероприятий он потерял сознание. Диагноз – терминальная стадия почечной недостаточности. Единственный шанс – донор. И тут он вспомнил про сына. Через сайт он нашел клинику Джулии. Оставил заявку под чужим именем. Когда она увидела его в приемной, постаревшего, измученного, сердце ее сжалось, но лицо осталось холодным. Он просил помощи, намекнул, что Лиам может быть подходящим донором. Но Джулия поняла, он пришел не за прощением, за спасением. Она отказала. Через несколько месяцев Эшли умер. Один, в съемной квартире. Без имени, без следа. Джулия и Лиам продолжили жить. Клиника росла, Лиам поступил в медколледж. Он стал таким, каким не был его отец, сильным, добрым и честным. Иногда Джулия вспоминала прошлое. Но теперь, без боли. Потеря спасла ее. А любовь к сыну стала самым прочным якорем. И это была ее победа. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.